To walk like two out the door, then you have magic. Всем привет, благополучия и здравия. Нашему каналу уже год. И что мы имеем? Мы имеем где-то 170 с чем-то тысяч просмотров и 800 подписчиков, грубо. Так, направление у нас было в этом году такое, за год существования, это мы рассматривали диагностику, всеми любимую DS150E и DS150E NF New VCI. И как бы у нас основной контингент подписчиков это те люди, которые имеют эти приборы, и как видите, это не так мало. Также мы, являемся фанатами двухплатного шестизначного прибора релиза V3 и по просьбе трудящихся, так сказать, стали выкладывать ссылки на этот релиз, и первые ссылки оказались у нас не совсем удачные, поскольку мы нашли в интернете магазин, который торгует якобы этими чистыми релизами V3. И те люди, которые заказали, по нашим ссылкам кэшбэка, получили вместо V3 V8, после чего у нас получился небольшой скандальчик, который перекинулся и на сам магазин, и люди стали требовать возвращения, денег 100%, и все получили 100% возврат денег и приборы себе без отсылки продавцу, поскольку мы связывались по чату с площадкой AliExpress, то есть покупатели не виноваты были, что продавец прислал вообще не то, оно не соответствует описанию. Также под ссылочками сейчас у нас стоит, нашли супрессоры дешевые на 30 вольт, такие здоровые, и маленькие на 16, под некоторыми последними видео они ссылочки стоят, тоже можете купить, это недорого совсем, чтобы приборчик свой восстановить, у кого раньше неправильные супрессоры стояли. То же самое касается и стабилитронов на выходы драйверов C9241, чтобы они нормально работали, без искажений сигналов, и тогда уже это будет прибор практически доведенный до ума, так сказать. Что еще у нас тут? У нас есть и противники с самого начала от рождения канала, которые один у нас неустанно, что-то все пишет против, уже целый год, и ему уже было недавно отослано письмо, что никто не видит его писанины. То есть, когда идет блокировка людей, которые, нам начинает надоедать, мы просто блокируем. Во-первых, лишний кипиш, он никому не нужен, с другой стороны, можно, конечно, на кипише и рекламы делать, и все что угодно. Это начинает надоедать, и этому человеку мы отослали письмо, что нет смысла тебе каждый вечер что-то строчить, этот спам, и это для его же пользы просто. Не занимался ерундой, если он хочет что-то строчить, он может заново сделать аккаунт, поменять IP-адрес, и опять нам начинает надоедать, и мы его опять заблокируем. Также касается и других, то есть не нужно нам придумывать всякие задания, мы не на работе, у вас, кто любители этих, придумок, потому что по просьбе мы сделали ролики с кучей, как работают реле, а просмотров практически нет, и что, мы для вас лично, что ли, это делали? Это, по-моему, шикарно слишком, поэтому мы это будем, сделали, да, хотя, в принципе, мы и сами хотели это сделать давно, чтобы для себя убедиться в этом всем, и это дало нам что? Первое, это дало, что должны быть хорошие 5-вольтовые реле в приборах, это раз, и второе, мы поняли, что линия должна быть защищена, и также вспомогательно иметь средства для диагностики предварительной, скажем, в грузовиках, чтобы не попасть, поскольку у многих людей отсутствуют переходники, они начинают тыкать по пинам, чтобы не выбить блок из автомобиля и свой тестер не сжечь. Тесты с реле, они дали этот эффект, и теперь кому надо, тот будет делать себе эти пробники светодиодные, там всякие разные, того что гораздо. И также постоянно идут вопросы, то не работает, это не работает. У нас плейлисты есть здесь есть плейлисты, где отдельно по темам это все видно. Это у нас отдельный лист про реле, как они на каких-то марках по-разному, как пины кидаются, и это говорит о том, что у кого 4-вольтовые реле, им нужно докупить не менее 10 илюш, чтобы в будущем себя обезопасить и вовремя починить, и не делать суррогат на этих ваттах, ставя какие-то непотребные реле. То есть все эти ссылочки у нас под видео теперь появились, которые люди просили. И по ремонту у нас тоже плейлист есть, и здесь у нас 43 видео, практически по всем вопросам. И исключение только составляет, мы не писали, как программно это все восстанавливать. Это сейчас мы этот недостаток в этом видео устраним, и в
вкратце расскажу, как удалять. Вот как бы лицензия дается вот на ваш софт, это 1 год где-то. То есть если вы многие сборки, там какой-то суррогат, и там что-то на 1 год, что-то там на несколько месяцев, поэтому раз в полгода нужно делать переактивацию своего агрегата, то есть своей программы. Или заново полностью удалять, чистить кэш. Вот это можно делать вручную, это можно все найти в интернете, поэтому мы как бы и на видео это не показываем ничего, как устанавливать программы, все это есть в описаниях, значит, всякого рода. То есть нет смысла нам как бы это показывать. Мы показываем то, что нету, значит, то, что вы не можете как бы найти. Также мы, значит, сделали конфильтр сделали нашему двухплатному шестизначному прибору. Как его делать? Можно купить, можно вручную намотать и так далее и тому подобное. Для чего он существует? Каким проводом он должен быть? Конфильтр не только выполняет, как бы гасит симфазку, а он еще как предохранитель выполняет функцию, поскольку он до 500 мА выдерживает, если какое-то напряжение придет непотребное или что-то случится с шиной, то просто выбьет этот фильтр, сгорит и все. А в некоторых релизах, скажем, одноплатных, я видел стеклянные фильтры, там провод гораздо толще, поэтому это неправильно, что вот люди говорят, что с этими фильтрами лучше работать. Ну, во-первых, они не объясняют, почему лучше работает, что сомнительно уже. Вот, а если я глазом вижу, что там не тот провод, то извините, это уже он там на 10 ампер стоит, поэтому, чтобы уже было все правильно, тогда надо предохранитель ставить на линию CAN. Вот. Также мы защитили CAN-фильтр супрессорами, и это видно из видео этого. Давайте. Супрессоры включены в шину L и H по 14-16 вольт, и они соединяются вместе через стабилитрон 10 примерно вольт на землю, так, чтобы общая сумма, значит, срабатывания была где-то 24 вольта, как бы выдерживает CAN-шина, чтобы больше туда не прилетало. Также супрессоры, то есть мы рассматриваем с вами, как они работают, и почему, если вы, значит, у вас он не тот стоит, скажем, там на 19 вольт, вы смотрите грузовик, у вас диагностика сбоить начинает. То есть как проверять это все, тоже у нас все видео эти есть. Вот. А насчет ремонта нужно первым делом определить, у вас программный это косяк, то есть не залезая в тестер, если вы его предварительно уже все сделали с ним и уверены, что он работает нормально. Ну, может, конечно, какая-то релюшка там вылететь, не без этого. Ну, проще всего сначала программно определить, то есть программа это виновата или это железо виновато. Если программа не виновата, тогда уже лезть в железо. Хотя многие люди, они совершенно наоборот все делают. То есть они переломают все железо и потом не могут сообразить, что случилось-то такое. Ну вот программа обычная, как бы лицензия годовая, поэтому нужно переактивацию делать или запускать ее как бы задним числом, откатом даты. Теперь с этими релизами V3, ну что у нас получается? У нас получается, что релиз V3 вполне рабочий с Bluetooth стоит где-то в среднем $35, туда-сюда там $2 в зависимости от настроения, так сказать, продавца. Вот. А нормальный одноплатник у нас стоит 60 как бы с чем-то, 65, 70, грубо возьмем, долларов. У нас получается, что $30 как бы у вас есть лишних денег. Тому, кто, в общем, в этом ничем не соображает, мы, конечно, советуем все-таки светло-зеленую плату покупать, она более-менее качественно сделана, но тоже могут вам поставить не те супрессоры, поэтому, не вскрывая прибор, можно это дело проверить в компьютерной мастерской, подавая, значит, питание, постепенно увеличивая его до 30 вольт. То есть на 30 вольт у вас должен как бы супрессор начинать открываться, и потребление, допустим, будет не 140 мА, а будет 250. Это значит, вот этот порог уже у вас неправильно. Если у вас это будет на 24 вольтах, скажем, потребление 150, и вы увеличите, скажем, 26 вольт даете, у вас в 200 мА потребление только прыгает, значит, супрессор у вас вообще не тот. Или бывают супрессоры больше 30 вольт, тогда нужно, до 35 вольт этот диагностика запросто держит. То есть до 40 вольт микросхемы все работают. То есть вы можете дать 33 вольта, и увидите, если у вас потребление начало расти, значит, у вас где-то 32 вольта срабатывания супрессора, это тоже вполне норма. Хотя я как бы сторонник 30 вольт, ничего тоже страшного нет. Мой прибор у меня срабатывает на 31,8 вольта супрессор и начинает тянуть на себя всю нагрузку. То есть получается, у вас, когда супрессор срабатывает, это вы параллельно, если там еще стоит предохранитель, как бы многоразовый, если он тогда сопротивление будет его увеличиваться, и этот супрессор, он будет шунтировать всю вашу, значит, диагностику, питание на нее. И получится, что весь ток он будет забирать на себя, и как бы сопротивление предохранителя еще больше будет становиться, и будут сбои диагностики, это 100%, если он вообще не потухнет. Теперь насчет релизов V8, вот, может быть, даже это и хорошо, что случилось, что не те, значит, релизы прислал продавец, а так иначе бы мы никогда этот кипиш бы и не поняли. Вот, и мы его будем наращивать, чтобы вообще китайцы сняли с производства эти, чтобы сама площадка задавила этих производителей, вот, потому что их настолько много продавали вот за эти 2 года, как они
появились, что просто народ, ну, в шоке, он постоянно натыкается, то это не берет, то не берет, то еще что-то не берет. Вот, и это, конечно, поспособствовали та реклама, которая была этих релизов, что это такой вот, оказывается, модифицированный двухплатный шестизначник, хотя он вообще, честно говоря, ничем не отличается от одноплатного, просто он из двух плат состоит. Сказать, что производство его дешевле, мы тоже не можем, потому что, во-первых, две платы трехслойного монтажа как минимум используются, и это никак не может быть дешевле. Детали те же самые, вот сами подумайте. Реле здесь более мощные, как бы, и по идее все должно быть работать, но я не знаю, откуда они выковыривают эти релюшки, вот почему у них постоянно 5-вольтовых релюшек нет, может быть, китайцам невыгодно эти 5-вольтовые реле делать вагонами, потому что, например, в блоках связи лучше напряжение понизить, там и 4-вольтовые реле использовать, тогда нагрузка на блоки питания, а там целые платы этих реле коммутаций будет меньше, естественно, правильно, то есть там уже амперы будут экономиться, а не то, что там какие-то милливольты и миллиамперы. Вот поэтому есть красные реле, они как бы вот дешевле, есть черные и еще белые есть. То, что они наковыренные, ну, конечно, но это ничего не особенно и не значит. Нормальное реле, оно работает там 20 лет. Ну, посмотрите по паспорту. Я сейчас смотрю, появилась фотография, это, оказывается, девчонка. Реле, там все будет написано, как применяется, что делают, и где, и зачем. Вот теперь насчет Кинга, этого продавца, мы с ним переписывались, неоднократно разговаривали по скайпу, и он, как бы, его спрашивали убрать твои ссылки, он говорит, не надо, я как бы буду делать эти релизы третьи. Ну, я говорю, что тебе придется, если ты будешь делать плохо, или как тот, кто тебе будет делать плохо, он будет постоянно попадать на деньги, потому что мы уже внимательно все это посмотрели, и будем как бы предварительно присылать фотографии, то, чего мы хотим, и это даст нам как бы победу в спорах. То есть, если товар не соответствует, под каждым, значит, товаром на AliExpress площадке написано, что вы можете требовать компенсацию и товар оставить себе. Договариваться об этом с продавцом. Поскольку сейчас появились чаты в этих спорах, вы можете, значит, сразу с Али-площадкой общаться через чат. Там есть русские специалисты, ну, русскоязычные, да, ну, даже и русские, по-моему, там русские фамилии. То есть, они прекрасно все понимают, вам будет легче с ними как-то повлиять на спор. Так что ведение спора немножко сейчас меняется, ну, хотя бы у нас, вот, на нашем канале. То есть, чтобы эти деньги вернулись тем покупателям, которые, значит, купили V3, а им прислали V8, в общем, нам пришлось поучаствовать в том, чтобы нашим ребятам, которые по нашим ссылкам купили, вернули эти деньги и оставили приборы, как на запчасти. Но многие, как бы, начали что-то мутить, ну, не многие, а и покупать дороже приборы всем там по другим ссылкам. Но это ваше дело. Те приборы тоже могут накрыться, то есть здесь как лотерея. А так, если вы у этого же продавца купите, вы дадите ему шанс исправить, тем более он прекрасно знает, что если он пришлет не то, это все вернется боком ему, и у вас будут запчасти к этому же V3. Например, если что-то случится, у вас будет подозрение на какую-то релюшку, вы просто берете плату, меняете местами и все. Теперь для тех людей, ну это уже не только наших подписчиков, а у кого эти релизы, мы немножко схему эту так пробовали изменить, и сейчас я вам покажу, как где что тут. Насчет магазина Кинга, давайте глянем его еще внимательно. Кинга найдем. Вот релиз 3, классика, 5-вольтовые реле. Мы должны попасть на магазин Кинга через кэшбэк. Был такой период кипиша, когда он сменил эти фотографии и на следующий день обратно их вернул. И сейчас люди уже начали получать эти приборы. Давайте глянем отзывы. Отзывов пока 5, другие не пишут пока ничего. Ну вот, это, значит, 18 апреля он уже начал выдавать эти приборы более-менее нормальные. И не понравилось, что человек, который купил, что реле каких-то разных номиналов. И, похоже, был 10 апреля. То есть, это человек, который проскочил мимо нашей ссылки, со своей купил. Вот, ему прислали V8. И в мае уже, 26 апреля, все уже стало нормально. То есть, он уже нормальные приборы делает. И сейчас мы еще заказали у него пробный вариант, без, так сказать, предупреждения, что это мы покупаем. И он нам уже возвратил 100% денег. Вот сейчас мы у него заказываем, как придет, мы сделаем видеообзорчик на это дело отдельный. И если так смотреть, у него репутация довольно-таки хорошая, сколько там, 5 бриллиантов. Продает он в основном эти всякого рода DS150E, разные корпусы, Lexia он еще, этот самый VAZ-55, ну, не так много приборов, все в основном идут эти DS150E. Поэтому, как бы, специализируется на этом, если его держать в узде, он будет делать нормальные приборчики, можно это все покупать. Вот Вурс тут этот есть тоже. Приборы все одинаковые, то есть у нас всего 3 вида приборов. Это, значит, DS150E, это пятизначный прибор, DS150E NFVCI это одноплатник, или, скажем, вот этот V3 классика. Вот. Одноплатник, как бы он называется CDP+, это и на нем самом написано, и когда вы ставите программу, там это все видно. А то, что касается Delphi, это DS150E, и когда вы ставите программу, вы там и видите NFVCI или просто с буквой E DS150E. То есть это пятизначный, а NFVCI это шестизначный прибор. И вот сейчас у них есть вариант такого V3, он разведен под маленький Bluetooth, и там, где нет обратной стороны
страны, лучше там ничего не покупайте, потому что все магазины завалены этими V8 релизами, они, по идее, должны упадать в цене вообще кошмарно. Покупайте там, где все платы в развороте, видно и заднюю сторону, и переднюю. Например, многие там как бы ставят на фотографии платы реле, ну а что там на нее смотреть? И одноплатный отличается от двухплатного тем, что у него стоят дешифраторы переключения реле, а у двухплатного шестизначника уже стоит микроконтроллер там с ключами управления, который выдерживает по 500 мА. Это ULN 2003. И такие же платы стали ставить на пятизначные приборы. Но они не подходят, не взаимозаменяемые, а платы с 8 релизов на 3 взаимозаменяемые. Поэтому иметь запчасти, не надо покупать никаких реле, у вас все как будто уже будет. Внизу там есть ссылка на супрессор GES. На GES нету, он очень дорого стоит, а вот дешевые появились, я не знаю, может это название нарисованы какие-то, может это не супрессор, ну где-то 1 евро можно десяточек прикупить и подправить свой прибор. Если это не супрессор, то, конечно, тогда спор делайте, и все ясно будет. Как проверять супрессоры и стабилитроны, наверное, тоже вы знаете. Или нужно что, отдельное видео делать. Так что покупайте у этого Кинга, ничего не бойтесь, предварительно отсылайте фотографии ему, вот что вы хотите. Хотите красный, пускай присылает реле, там, как он даст согласие, что не беспокойтесь, все будет нормально, тогда вы можете спокойно у него покупать. Конечно, вы можете искать у кого-то другого, но я бы бил в одно место. Мы конкретно с него ничего не имеем, мы имеем просто кэшбэк, ссылку, комиссию и все. Вот у него все виды есть корпусов, все виды плат, пускай работают ребята. Джеки, ну интересно, конечно. То есть это с кем я общался, ну, с магазином Кингом, это у нас, оказывается, девушка. Ну или вы можете сами развивать какой-то магазин, его вносить ему мозг, бороться там, покупать, то есть проделать ту же самую операцию, как и мы сделали, поскольку, как показывает практика, быть полностью уверенными вот в этих продажах приборов, в это не стоит. То есть надо постоянно держать на контроле это все дело. Так, теперь насчет, как поправить релиз V8. Александр нарисовал такую схемку, и мы, пока он ничего нам не отвечает, мы решили один приборчик ковырнуть. Ну, правда, это совсем в другом городе, за 1000 километров, допустим, от меня происходит. И здесь, значит, мы поставили делители 5,6 кОм, нижний резистор 6,8 кОм, вместо этих стабилитронов на 5 вольт. Убрали эти резисторы R750, 715, не знаю, ну по 1,2 кОм, которые там. И также убрали диод D100, и у нас прибор умер как бы. Вернули диод D100 назад, и он вроде бы ожил, и какие-то диагностики делались пока на легковом транспорте, вроде бы все нормально. Может быть тут что-то не так, ну как бы нарисовано, такое тоже может быть. Но в принципе более-менее как-то он заработал. Вот вы тоже можете это попробовать. Более такая конкретная переделка, и возможно ли его как-то заставить работать, это, конечно, наверное, не получится, потому что у C9241 очень много функций, и некоторые модели он все-таки не должен брать. Но мы как бы не сторонники того, что вам надо покупать, что-то там половину платы сносить детали, что-то там паять, потому что были такие случаи, что люди в один переделывали, как вот немец предложил там, и у них прибор не работал. Поэтому мы сторонники такого, что быстро что-то подмандил, и оно стало лучше. Поэтому мы убрали резисторы и стабилитроны и поставили просто делитель, чтобы сместить точку входа, чтобы он с половиной напряжения вверх это была единица, а вниз это был 0, как уже срабатывал. Ну, пока так как-то. Как насчет объединения КЛ линии, не знаю, потому что у меня такого прибора нет. Вот может быть это когда плата с реле стоит, это объединение происходит. Потому что я тоже немного мерил прибор V3, и я понял, что, значит, там 6-е реле, когда отпускает на К-линии, то идет чисто К-линия, и тогда потребление у нас получается где-то в 2 раза больше. Ну, на БНВ там я 60, по-моему. И это значит, то есть этим резистором неоткуда там взяться, это значит у нас К и Л-линия, она в параллель подключается. То есть у нас идет параллельно, эти нагрузки идут, и тогда у нас получается, что одновременно работает К и Л по К-линии. Тогда у нас нагрузка получается 250 Ом. Вот, а мощных резисторов там нигде мы не нашли. Те, которые были 390 и 30 Ом с другой стороны платы, это оказывается, скорее всего, они идут на фордовский протокол, и выходят они через реле на первый и там 3 пины диагностического разъема автомобиля ОБД-2. И, по-моему, фордовский он как раз по 3 пину идет, и там один ключ, значит, как бы в инверсии, а другой, ну, в обычном состоянии. Поэтому для переходных моделей это сделано. Ну, может, там еще какие-то запросы идут по этим пинам, не знаю. Ну, в общем, оно к линии не относится, эти резисторы, с другой стороны. Поэтому там диоды Шоткин на той стороне можно и не ставить. Это существенной разницы, ну, не даст. А со стороны C9241 лучше, конечно, диоды Шотки поставить. У них больше сопротивления обратное. И, ну, можно не ставить, то есть это не принципиально. Просто когда мы переделывали этот релиз, мы просто сделали чистую копию одноплатника, как бы, и все. Вот так что уже каналу год.
170 тысяч просмотров, 800 у нас подписчиков, которые вот специализируются на этих приборах. Вот сейчас появились эти EasyDiag, зеленые, то есть желтые, и все перекинулись туда, и MDiag. В принципе, MDiag и желтый, он ничем не отличается по внутренности. Один в один. То есть здесь люди разбирали их, на некоторых ресурсах это выложено. Значит, приборы идентичные. Они. Внутренности один в один. Сейчас их все вернули на завод, непонятно по каким причинам, может быть. Они все остатки сунут в какой-то корпус или там что-то случилось. Пока вот такой четкой информации нет, но я думаю, в ближайшее время это все прояснится. Вот, так что волноваться совершенно нечего. Я думаю, что все, кто хотел, приобрели это по очень, ну даже по нашим кэшбэк-ссылкам очень дешево. Например, мы сами купили MDiag за 29 евро, да, когда он там всегда стоил под 60 евро. Это обычно происходит на дни рождения этого Алиэкспресса, эти скидки. И еще под Новый год тоже такое бывает, что бешеные скидки всяких релизов происходят. А так вы, как бы, переходя по нашим ссылкам, поддерживаете немножко наш каналчик, и совершенно не обязательно покупать то, что мы там предлагаем. Вы можете там, вот перешли по ссылку дальше снизу, там пошли куда-то, еще куда-то пошли, там что-то купили, это тоже как бы нам немножко зачитывается. А когда вы уже со своей ссылки, значит, заходите, то это ничего не учитывается, и мы ничего этого не имеем, как бы, и вот поэтому у нас был тот конфликт такой, что как мы можем, значит, какую-то ответственность нести, даже минимальную, хотя мы не знаем, что вам китайцы кладут в коробку, мы же это не видим, мы же не из Китая с вами общаемся, из того места, где это продают. И какие-то претензии такие, требовать там туда что-то писать, какие-то крики, это, ну, глуповато, потому что ты переходи по нашей, тогда что-то и предъявляй, ну, понимаешь, а если ты там что-то схимичишь, потом ищешь виноватых, это, ну, ненормально, я считаю. И я думаю, что любой, поэтому этих людей мы сразу будем банить, которые вот придумывают нам всякие задания, там глупости всякие пишут, чтобы они не тратили свое и наше время. И я думаю, это будет справедливо. Задавайте вопросы там по теме. Если кого что интересует, там у нас потихоньку развиваются всякие кулибин-клубы. Там есть и для своих раздел появился про диагностические адаптеры. Там побольше всякой разной информации. Вы можете сами туда приносить информацию, быть активными. Они валят дурака, и нам это детский сад, там дети балуются, как-то, ну, совершенно не хочется на них время тратить, поскольку опыт уже есть. То есть люди начинают что-то писать бесконечно, все хуже. Им проще для их же пользы их блокировать, чтобы они не тратили свою жизнь на всякую ерунду. Вот. Ну, на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Какие-то успехи у нас есть. Появились ссылки, изменился немножко дизайн, стало получше качество. Ну и думаю, что у нас будет еще не только диагностика, какие-то другие направления потихонечку развиваться. Всем привет, удачи, благополучия и здравия.